Компрессоры. Информация о этих устройствах, сегодня ее много, и действительно это то устройство, без которого современная музыка абсолютно немыслима. А, На мой взгляд, информация, которая подается в сети, зачастую, ну не то чтобы она некорректна, она как бы не совсем доходчива для тех, кто хочет разобраться в работе этого устройства. Я хотел бы пару слов о том, вообще откуда появился такой девайс, как компрессор. Дело в том, что этот прибор изобрели тогда, когда не было автоматизации, не было компьютеров, и нужно было что-то делать со звуком, чтобы он не выпрыгивал из фонограммы, потому что при исполнении естественным образом громкость, ну, человек не машина, да, то есть где-то что-то громче, где-то тише, и звуки маскировали друг друга, и, в общем-то, чтобы вот можно было собрать микс такой, в котором сигнал не выпрыгивает, нужна была какая-то вот ручка громкости, потому что иначе приходилось, я помню, у нас это была такая история, когда сведение там в 5-6 рук, да, то есть где-то какие-то элементы равняет. И вот было придумано такое устройство, которое, собственно, это и делало. То есть, по факту, компрессор изначально это просто автоматическая ручка громкости. Сегодня много разговоров о том, что там накачать сигнал, там еще что-то, но суть прибора в регулировании громкости. Соответственно, поскольку это все-таки прибор, у него нет интеллекта, нужно было каким-то образом ему дать понять, как работать. Что такое ручка громкости, всем понятно, да? То есть есть какая-то громкость сигнала, вы делаете тише и возвращаете. То есть тише, громче, тише, громче. Вот это работа этого прибора. А устройству нужно понимать, когда нужно делать сигнал тише. Для этого есть параметр threshold. То есть это параметр, некий маркер, когда сигнал достигает громкости вот этого маркера, компрессор понимает, что пора начать работать. Дальше компрессору нужно дать понять, как быстро он должен начать работать. За это отвечает параметр атака. Поскольку это ручка громкости, ему надо также объяснить, насколько делать тише сигнал. За это отвечает параметр ratio. Там, вот вы знаете, это 2 к 1, 3 к 1 и так далее. Насколько тише он будет делать сигнал. И компрессору надо объяснить, как быстро эту ручку громкости вернуть в исходное состояние. То есть за это отвечает параметр релиз. Это вот первое и главное, для чего был изобретен этот прибор и как он работает, собственно говоря. Другое дело, что со временем незашоренные продвинутые ребята поняли, что этим можно пользоваться в художественном плане. Есть еще один параметр у компрессора очень важный. Это параметр make-up gain, или в некоторых компрессорах он просто называется gain. Этот параметр нужен для того, чтобы восстановить среднюю громкость. О чем речь? У вас сигнал был неравномерный. Ну, к примеру, вокал. Да, какая-то вот фраза громче, какая-то тише. Когда вы использовали устройство, вы хотели как-то уравнять громкость, вы сделали громкую фразу тише. Да, и вы как бы сравняли громкую и тихую части. Но субъективно ваш результат того, что вы сделали, будет казаться, что общая громкость сигнала стала тише. И вот, чтобы вернуть вот это вот ощущение громкости, существует вот эта вот функция make-up gain или gain. То есть, регулируя make-up gain и gain, вы возвращаете среднюю громкость сигнала. Этим можно пользоваться вообще всеми этими параметрами этого устройства можно пользоваться художественно, что, собственно, и делается сегодня повсеместно в современной музыке. Ну, к примеру, медленная атака. Да, то есть атака, когда сигнал достигает определенной громкости, компрессор не сразу срабатывает чуть позже. И подавление сигнала. К примеру, на бас-бочке таким образом вы пропускаете как бы вот самую громкую часть, вот это пиковое значение. Дальше вы давите, у вас ощущение, что бочка начинает звучать острее. Или наоборот, вытащить сустейн у инструмента, к примеру, малый барабан. Вы хотите, чтобы у него вот длина хвоста, чтобы он звучал агрессивнее, чтобы длина хвоста была больше. То есть тогда наоборот, громкую часть мы давим, за счет чего мы сравниваем с достаточно быстрой атакой, мы сравниваем громкую и тихую, и make-up гейном поднимаем, возвращаем громкость, и таким образом у нас ощущение, потому что тихие части стали громче, у нас ощущение, что сустейн у инструмента стал как бы больше.
Ну, в подмесах очень часто это используется, и за счет чего барабаны звучат более агрессивно. Вот примерно вот так вот коротко об этом устройстве. Это просто ручка громкости. Это не какая-то штукенция, что что-то там накачать, там что-то там с этим сделать, да, добавить энергии. Безусловно, на, э, на качестве результата это сказывается, и субъективно по ощущениям, естественно, вам кажется, что сигнал стал более энергичным, таким более экспрессивным, читаемым и так далее. Ну, собственно, для этого его используют в художественных целях. Всем хорошего дня, осознанного вам применения данного чудесного прибора. До свидания.